Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание великому православному празднику, который мы с вами будем отмечать 4 декабря. Введение во храм Пресвятой Богородицы. Поговорим о том, что нельзя делать в этот праздник, что вообще из себя представляет праздник, какие народные приметы, что можно делать, что нельзя делать по церковному календарю, и дадим определенные советы и рекомендации. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. 4 декабря все мы православные будем отмечать праздник введения во храм Пресвятой Богородицы, или по-другому введения в храм Пресвятой Девы Марии. Это большой христианский праздник, который еще называют Третья Пречистая. Введение во храм Пресвятой Богородицы – это один из 12 великих церковных праздников в году, который длится 5 дней. В народе считается, что этот праздник является началом настоящей зимы, ведь он открывает зимние веденские ярмарки. Также принято считать, что день введения во храм Пресвятой Богородицы является и детским праздником, ведь именно в этот день приводят детей на их первую исповедь. Введение во храм Пресвятой Богородицы считается и одним из самых спокойных праздников, не изобилующим особыми традициями или обрядами. Именно с введения в храм Пресвятой Богородицы начинается и богослужебная подготовка к Рождеству Христову. Впервые звучат рождественские песнопения: «Христос рождается, славите, Христос с небес, встречайте». С этого дня он будет петься на всех праздничных службах до самого Рождества Христова. Ежегодное религиозное событие мы отмечаем в один и тот же день, 4 декабря. И в этом году этот праздник выпадает у нас на субботу. И согласно преданию, именно 4 декабря Деву Марию родители впервые привели в храм, хотя других детей туда не пускали. Девочка преодолела 15 ступеней без помощи взрослых, что удивило всех присутствующих. Затем священник пустил ее в святая святых, куда обычные люди зайти не могли. Даже сам служитель Божий только раз в год посещал это место с жертвенной кровью. Именно это событие определило роль Девы Марии в судьбе человечества. С тех пор Пресвятая оставалась в храме и воспитывалась в обществе благочестивых девушек. Изучала священное писание, постилась, много молилась и усердно работала. Прожила она среди святых до своего совершеннолетия, а после вышла замуж за Иосифа. В праздник введения Пресвятой Богородицы священники и верующие одеваются в голубой цвет, который считается богородичным. Верующие делают праздничные большие свечи, после чего накануне литургии становятся живым коридором и зажигают их у храма, вспоминая, как Иоаким и Анна привели маленькую Марию с зажженными свечами из Назарета в Иерусалим. На вопрос, как жить благочестиво, православные люди отвечают: надо жить так, как будто у вас вся жизнь введение в храм Божий. В этот день рыбаки спешили сделать последнюю рыбалку, ведь когда лед окрепнет, рыба будет уже невкусной. 4 декабря разрешалось употреблять немного рыбы, подсолнечного масла и церковного вина. В этот день, несмотря на пост, устраивали роскошные ярмарки и начинались катания на санках. Конечно, в этот праздник были особые запреты, поэтому давайте с вами уделим особое внимание, что же нельзя делать в день введения во храм Пресвятой Богородицы. В праздник введения во храм Пресвятой Богородицы нельзя сильно веселиться, ведь церковь не приветствует такого. В этот день все верующие стараются пойти в церковь с утра, а если такой возможности нет, тогда обязательно идут вечером.
В день введения во храм Пресвятой Девы Марии нельзя заниматься тяжелой работой. Как и в любой другой подобный праздник, нельзя убирать, стирать, шить. Также нельзя 4 декабря отказывать в милостыне тем, кто в этом нуждается. В этот церковный праздник категорически запрещается заключать брак. Кроме того, делать это не рекомендуется и во время всего рождественского поста, а вот крестить детей в этот день можно. Обращаю ваше внимание, что если в день введения во храм Пресвятой Богородицы будет морозно, то зима будет мягкой. И действует признак и наоборот. Если 4 декабря еще тепло, то зима будет лютой. Празднику введения часто реки уже сковывал первый лед. Считалось, что до 4 декабря ходить по льду еще опасно, а вот после 4 декабря лед уже становится достаточно прочным. Ну а чтобы год провести удачно, а зимой не болеть, наши предки обязательно 4 декабря приветствовали братьев Морозов. Но вот только делать это должна была не вся семья, а только ее хозяин. Считалось, что в этот день вода становится приворотной, поэтому девушки давали напиться ребятам, которые им нравились. Наши предки говорили, что на введение земля отдыхает, поэтому копать в этот день категорически запрещалось. В этот день наши предки ходили в гости. Если первой зайдет женщина, то знали, что это к неудаче. А вот мужчины обещали хозяевам дома и богатство, и сытую жизнь. На введение утром женщины осыпали коров конопляными семенами, после чего смазывали вымя, для того, чтобы корова давала побольше молока. Помимо этого обряда, женщины исполняли еще один – кормление коров густым киселем. И чем гуще будет кисель, тем вкуснее будет сметана. А чтобы уберечь свой скот от болезней, воришек, хозяйки окуривали сараи ароматными травами. Ну а чтобы год привести удачно, зимой не болеть, наши предки обязательно приветствовали братьев Морозов. Но это должен был делать именно хозяин дома. При этом в этот день, 4 декабря, в доме сильно топили печь, чтобы предстоящую зиму провести в тепле. А девушки, прежде чем лечь спать, говорили следующие слова: «Святое видение, веди меня туда, где мне жить». Согласно поверью, в ночь с 4 на 5 декабря девушке должен был присниться сон, который должен показать дом будущего мужа. Также 4 декабря практиковался обряд освящения воды, после чего ее давали выпить понравившемуся парню. Многие верили, что на этот праздник вода приворотная и молодой человек обязательно влюбится в нее. Также 4 декабря, в этот великий праздник, вы можете у Божьей Матери попросить того, что вам не хватает или вам нужно в жизни. Кому-то здоровья, кому-то благополучия, кому-то достатка, кому-то еще что-либо. Не бойтесь, попросите своими словами. Главное, чтобы это было именно от чистого сердца. Не бойтесь просить тех желаний, которые вот для вас, возможно, сейчас не осуществимы. Но вы должны понимать, когда вы просите у святых, у Божьей Матери от чистого сердца, с большой любовью, в таком случае эти мечты, эти ваши желания намного быстрее смогут исполниться. Поэтому не стесняйтесь, 4 декабря обязательно в любое время обратитесь к Деве Марии. Есть возможность, сходите в церковь, сходите в храм, обязательно поставьте свечку за здравие свое, за здравие тех людей, с которыми вы живете. Также закажите 40 уст. Это очень важно, это сделать именно 4 декабря, когда небеса открыты для нас по-особому. Друзья, в день светлого праздника, введения в храм Пресвятой Богородицы, пусть Бог вам пошлет терпение, здоровья, сильной веры и большой надежды, также честности и верности, благоразумия и доброты сердец. Мы надеемся, 4 декабря для вас пройдет этот день прекрасно, замечательно и
чудесно. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, проверьте, включен ли колокольчик, все уведомления. Обязательно ставьте лайк этому видео. Таким образом, между нами происходит энергообмен. И обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Всех с праздником! Услышимся в следующем видео.